Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы на канале Астро Испирационе. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 марта. Давайте узнаем, что по судьбе в этот период. Астрологически же это период ретроградного Меркурия вплоть до 20 марта. Так что же будет происходить? Что происходит, возможно, буквально сейчас, мои дорогие? Потому что ретро – это всегда какое-то дежавю. И у кого-то из вас это дежавю будет связано с той ситуацией, которая словно достигает пика где-то даже в конце февраля. Потому что именно в самом конце февраля ретро-Меркурий у нас, как бы вот эта петля Меркурия, он уходит в обратное движение. И 28 февраля у нас был парад планет. Плюс-минус где-то несколько дней до или после. Вот может как раз ситуация та или иная, которая была уже, или были предвестники, достичь пика. Для чего? А мы должны что-то исправить, мои дорогие. Мы что-то должны отремонтировать, может быть, буквально и так. Мы же с вами говорим, что по ретро-меркурию, да, там задержки, средства коммуникации, много разной информации, сбивчивой, не без этого, причем такая недостоверная, которую следует перепроверять, но точно так же приборы выходят из строя, вот и есть и такое. Поэтому у кого-то именно мы получаем как то, что имело предпосылки, но прошлое возвращается для того, чтобы окончательно завершиться, в чем-то поставить точку. И одновременно закладывается фундамент нового жизненного цикла. Будьте внимательны к знакам. Нам может казаться, что прям вот как все свалилось, какая-то мистика происходит. А на самом деле работает закон кармы, закон причины и следствия. Давайте рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла тоже. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Итак, достанем первые 3 карты. Что же по судьбе? Как 3 знака судьбы. На чем делают акцент карты? Или заострить внимание хотят? Может быть, это и вам придется в одной из сфер жизни принимать важные решения. У нас колода 78 дверей. Открыты двери или закрыты, будем узнавать. И дальше мы с вами продолжим. Что же там неожиданно из прошлого? В чем вы, возможно, поставили точку раньше или на что-то махнули рукой? Возможно, успели забыть, а это вовсе не точка. Это какое-то продолжение следует. С чем это связано? И что же случится скоро, вот в ближайшее время, в ближайшие дни? И достанем в отдаленном будущем, тоже с вами узнаем, к чему это все вот идет, какая развязка наступает, да? Ну и по основным сферам жизни, что ждет вас в личной жизни и где-то в сфере отношений в целом, что ожидается по финансам, ну и что ждет в сфере работы, важные контакты, какие-то соглашения, согласования, важные встречи, у кого-то учеба, у кого-то документы. Итак, первый знак судьбы. Правосудие. Вот карта карма – это как раз и есть правосудие. Закон причины и следствия, правда. Но тут у каждого по-своему. У кого-то это может быть конкретная задача, когда вам нужно посетить какие-то инстанции. И вот обратите внимание, дверь закрыта, а трое спорят на ступенях. И ни ручки, ни замка дверь не имеет. Она откроется только тогда, когда сумеют договориться. Явно вам придется с кем-то договариваться или что-то переделывать. У кого-то документы, может быть, переписывать, да? Ну, может быть, и брачные контракты, могут быть рабочие контракты, договоры, или просто какие-то бумаги, может быть, у кого-то налоговая, любая сфера жизни. Но мы именно должны что-то сделать, чтобы это плясало по закону. Это про что нам? А вот и правда, смотрите, семерка мечей. Может быть, мы и сами словно что-то прошляпили, ведь тут есть такой момент, когда нас могли обманывать. Я не исключаю, у кого-то так проиграется. Но мы и сами прошляпили, опять же. Мы же позволили себя где-то, или сами, где-то в надежде на то, что, как-то там оно разберется. Увы, человеческой природе это свойственно. Но, может быть, и есть какая-то ситуация, когда вам нужно именно как-то по закону поступить или что-то сделать вот так грамотно, весомо. И закон ведь бережет, когда мы заключаем правильные, документы или подписываем даже что-то, да. Может быть, это где-то ситуация, когда
Мы думали, что какая-то ситуация или какой-то сюжет, точнее, закончился, а здесь он может вернуться. Ну, посмотрите, нам изображен буквально маг-волшебник, который туз жезлов. Это может быть связано с получением какой-то информации или важного документа. Тут действительно вам придется куда-то отправиться, договариваться, узнавать, как в отношении вас работает закон, но это словно вы сами знаете, как открыть вот эти двери. Маг-волшебник, как пассы, знает, как, знаете, кодовое слово все равно что, да, или ключевое какое-то слово. Вы знаете, вы, мои дорогие близнецы, явно понимаете, как вам действовать в этот период. Но, значит, какая-то ситуация у вас должна быть максимально нейтрализована, хочется так сказать, или доведена до ума именно по закону. Как будто в этот период даже лучше не строить свою где-то и стратегию, и тактику, с позиции, а вот как-то авось разберется, или, может быть, потом это из этого что-то получится. Нет, тут, скорее всего, какой-то вопрос, какая-то тема, задумка, которую нужно именно теперь довести до ума. Второй знак судьбы давайте будем узнавать. Дом, вообще-то, праздник после победы, мои дорогие, поэтому у кого бы какие ни были тут темы или сложности, проблемы, здесь все равно вот этот итог и, более того, праздник, как будто он может быть осуществлен. Правда, у кого-то вопросы, которые касаются именно недвижимости. Но самое главное, дверь закрыта, но все, кто нужно, они уже в сборе. Здесь идет стабилизация какой-то темы у вас, или вы с чем-то мало что определяетесь, закрываете, может быть, нерешенные проблемы, но и дальше вы себя чувствуете более уверенно, знак судьбы. А вообще себя сохранять еще надо. Вы знаете, у кого-то луна проиграется именно как вопросы, связанные с недвижимостью. Может быть, это для кого-то из вас ситуация становится, даже если, допустим, актуальна, по недвижимости, встала на паузу, то тогда нам ведь карта тоже говорит, тут быстро вопрос не решится. Обратите внимание, именно в этой колоде карт. Вот если мы говорили, трое спорят у дверей на ступенях, да, и дверь откроется только тогда, когда сумеют договориться. И здесь у нас закрытая дверь. Более того, под наклоном дверь– это прообраз Пизанской башни. И девушка наша беременная в ожидании прогуливается по берегу. Художник желает передать, что есть какой-то вопрос, который быстро вот так за 10 дней не решишь. То есть, ну, какое-то ожидание, видимо, ну, такое, знаете, разумное или рациональное. Оно в какой-то из сфер вашей жизни, оно присутствует. Может у кого-то совпадать именно по части жилья, переезда, работы на дому, например, да. Тут вот есть такой момент. Работы, может быть, посредством интернет. Может быть, для кого-то это сфера человеческого общения. Имеется в виду человеческое общение, если вы работаете с большим объемом информации и с большим количеством людей. Пусть это даже онлайн, к примеру, может проиграться. Но чего бы тут ни касалось. Вот какой знак судьбы, внимание, мои дорогие. Вам по судьбе идет какая-то ситуация, которая точно у вас разрешится, у вас получится. Но, как всему, свой срок. И вот эту дверь, нам как будто нужно попасть вот в эту башню, потому что это место нашей безопасности. Но мы не можем быстро открыть эту дверь. Нет, опять же, хоть и есть у нас ручка дверная, но нет ключа. И в данном случае страж дверей– хамелеон. Вам придется договариваться с хамелеонами. Будьте готовы к этому. Третий знак судьбы– четверка мечей. Есть, наверное, та история, когда нужно выйти словно сухим из воды. Все-таки хочется сказать так. Обратите внимание, человек, дверь закрыта, опять же, да? Человек, по крайней мере, как будто слепой, именно как будто, мы не утверждаем, он прогуливается мимо этой двери. У него даже трость не направлена в сторону ступеней, двери. Он просто именно как будто идет мимо. Может быть, это у вас какая-то тема, когда вам даже очень хочется, чтобы это завершилось. Может быть, это какое-то долгое, опять же, ожидание. Но вот опять же, если мы говорим об этом хамелеоне, договариваться, мне хочется сказать, глядя на эту карту, разведка, мои дорогие. Вот вам какая-то разведка совершенно необходима. Причем карта ведь более чем мечи, поскольку это интеллект, поэтому рациональное, поэтому тут никаких эмоций. Если мы, кстати, закроем вот
да, вот именно на эту трость. Человек в темных очках, причем очень хорошо сложенный, прогуливается мимо или просто проходит мимо. Поэтому я всегда даю совет, ведь в любой карте есть определенный совет. Может быть, это человек, который где-то рядом с вами, или тот человек, с которыми у вас были контакты, но он о вас знает достаточно много. Возможно, для кого-то из вас вам хочется выйти из каких-то отношений или выйти из конкретного вопроса или проблемы и в чем-то не участвовать. Тогда вот именно рационализм, понимание, может быть, или знание четкое законов, но и, может быть, разведка какая-то, ну, я не исключаю, беседа может состояться. Ну, тогда примите к сведению, что вы тоже, да, как будто должны себя беречь. Опять же, нам снова говорят карты. Кстати, Луна, когда выпадает, избегай толпы. Избегай конфронтации, избегай даже в коллективе. Пусть не коллектив, а когда вы оказываетесь случайно в той ситуации. Вот знаете, когда говорят, двое ссорятся, ругаются, дерутся, а виноват всегда третий. Вот тут не надо быть каким-то третьим, понимаете? Поэтому, ну, я думаю, у вас и сообразительности, и интеллекта, вы как раз короли, можно сказать, интеллекта по вашей части. Но вот может сложить какой-то сюжет для вас жизнь, когда нужно будет отступить полшага назад. Именно как в целях самосохранения. Давайте достанем еще одну карту. Это вообще про что? Тут решимость какая-то потребуется от вас. Я тут вижу, без разведки, наверное, не обойдешься, да? Но я даже так условно все же говорю. Нам как будто нужно прыгать. Девушка боится. Почему? А не прыгала никогда. Страшно. Хотя мы так, если посмотрим, то понятно, что не так уж и высоко. Ну, может быть, шишки, синяки. Ну, даже ногу подвернула. Ну ладно, жива осталась. Тут уже огонь ко второму этажу явно подбирается очень быстро. И сейчас пламенем будет охвачено это окно. Мы не можем даром терять времени. Вот вы, мои дорогие, близнецы в какой-то теме не можете терять даром времени. Может быть, это вам придется что-то разузнать или самого себя настроить, словно на какое-то альтернативное решение. Вот в альтернативное решение. И причем эта разведка, перед тем, как прыгать, мы все-таки смотрим вниз и думаем, так, куда ж я тут прыгну? Левее, правее. То есть вот где-то пересекаются все то, что я сказала. Но эта карта говорит, что тебе, близнецы, придется действовать так, как ты не действовал раньше. И никто же не придет этой девушке на помощь. Сумерки. Работай, у тебя все получится. И у кого-то это может быть, да любая ситуация, будь то денежная, будь то рабочая. Вы найдете со всеми правильное взаимодействие. Более того, вы найдете нужных людей. Вы найдете нужного специалиста. Здесь ведь именно, понимаете, как специалист нам показан. Да, дверь закрыта. Но вот этот мастер тату, он специально сделал дверь, со стеклом, чтобы, пожалуйста, кто хочет, может наблюдать за его работой. Может быть, вам будет нужен необходим человек, который знает, как вот именно правильно поступить. Либо был в вашей ситуации какой-то, а может быть, для кого-то это юрист, адвокат, когда вам что-то нужно наверняка знать. И потом настройтесь, вот как аркан Луна. Быстро вопрос не решится. Поэтому на активные действия, знак судьбы, а для кого-то это возможность решить кардинально финансовую ситуацию, или, может быть, это по части жилья, или пусть это даже по части работы. Может быть, для кого-то состоится важный разговор с руководителем или с тем лицом, как официальное лицо, которое тоже вам может пролить свет на некоторые вещи, в которых вы могли заблуждаться. Все-таки семерка мечей об этом говорит. Ну, мы представляли как-то это все по-другому. А вот, видимо, то, что происходит вокруг нас, нас определенно, ну, приводит к какой-то точке невозврата, когда мы понимаем, что да, тут вот именно что-то переделать, переиграть, пересмотреть. Ну, давайте посмотрим, что же нам говорят карты. Как неожиданно из прошлого, да, или в чем вы поставили точку, а оказалось, что нет. Король жезлов. Вы знаете, тут какие-то конкретно контакты, правда, с человеком. Может быть, какая-то история с человеком, вы думали, что вы завершили. У вас может быть такая ситуация, которая, пусть по части взаимоотношений, когда вы, предположим, с кем-то имели договоры, а потом это сошло на нет.
И вот эта история, она вновь может повториться. Или вы сейчас окажетесь перед выбором, что вот мне нужно что-то предпринять. Это может быть еще связано с тем человеком, который, ну, как знаете, словно в самый кульминационный момент отходит на задний план. Вот, кстати, да, который вот как человек по четверке мечей мы рассматривали, если бы вы были с этой позиции. А ведь тут может быть такая персона, в которой вы были уверены, а почему-то человек буквально молчит, как будто пытается выйти из отношений или пытается выйти из игры, может быть, какой-то. Но это я условно говорю. Правда? У кого-то будет, может быть, и личной жизни касаться. Здесь вопрос идет выбора. У вас здесь есть какая-то либо неувязка с партнерами по бизнесу или партнерами по работе, или официальным лицом, или это у кого-то из вас в личной жизни. Просто мы все разные. И если мы говорим король жезлов по личной жизни, это могла быть страстная любовь, именно само по себе страсть, желание быть вместе. Но вот, видимо, не все еще аккорды вы сыграли, это факт. И, скорее всего, вы какой-то вывод можете делать. Но у кого-то то же самое может касаться и по работе. Или по документам. С чем это связано? Ну, правда, что-то завершается. Страшный суд, выздоровление. Два старших аркана. Выздоровление, избавление от боли, от страданий, что-то стремится к тому, чтобы правильно быть определенным или достичь какого-то как пика, какая-то ситуация стремится именно к завершению сама. И это может быть связано, когда вы сами даже, да, допустим, вы об этом да не думали, а вокруг вас происходят какие-то события, которые вас подталкивают к важному решению, и вы окончательно понимаете, зачем мне все это было нужно. Просто мы тут все разные, но явно есть взаимодействие с какими-то внешними условиями, условностями или вашей личной ситуацией. Ладно, так а что же случится совсем скоро, в ближайшие дни? Как это будет продолжено или вот с 10 по 20? Да, тут правда ситуация, которая касается денег. Может быть, это вы будете стремиться, ну, не просто достичь, а ведь это, кстати, получение денег. Кто-то из вас получит деньги. Может быть, это вам нужно и проплатить что-то. Я такое тоже не исключаю. Опять же, два старших аркана справедливость. Здесь вам возвращают какую-то историю, мои дорогие близнецы, которая может граничить и с финансами, и с документами одновременно. И, конечно, тут по-разному. У кого-то личная жизнь, опять же, дом, недвижимость, у кого-то это вопросы работы. Но когда в моих раскладах, тем более два старших аркана выпадают, ведь для вас, правда, буква закона имеет большое значение. Поэтому будьте внимательны, мои дорогие. Вот в ближайшее время никаких эмоций не должно быть. И задавайте себе вопрос от противного. То есть, если я получу то, что я хочу, допустим, а как это потом отзовется? Или нужно ли мне это будет или важно через год, через полгода, а может быть через 2 недели. Вот именно, понимаете, с какой-то ситуацией, как будто мы это имеем, и в итоге, а нужно ли нам так это? И здесь у каждого какой-то будет свой вопрос, который вот так рационально, холодно, взвешенно вам придется либо решать, либо узнавать, как же правда, не просто слово отзовется, а как закон отзовется, а может быть и финансовая ситуация. Какая-то структура может быть финансовая, у кого-то будет связана, может быть, с декларацией или с налоговыми какими-то, ну, вычетами, может быть, и так. А для кого-то из вас это будет ситуация, может быть, и раздела жилья. Вот я такое тоже не исключаю. Но это может быть еще и о том, ведь всегда причина и следствие, мы говорили. Значит, у кого-то вопрос, к примеру, как известие на работе, может быть, меняется график, да, вот в ближайшее время. Меняется руководство, мои дорогие. Я такого тоже не исключаю. Опять же, выбор. Вот есть выбор. И для вас самое главное перевести, как бы дело не в количестве, а в качестве. Потому что на кону ваше качество жизни. И оно включает в себя очень много составляющих. Это не только где-то чувства и что мы хотим, а это еще рационализм, это еще одновременно и финансы, и
закон. Вот вам придется как будто все это соединить воедино. Я бы сказала так, с учетом семерки мечей. Чего бы ни касалась тема, будь то по работе, будь то это, вопросы вашего окружения. Вам нужны надежные люди. Нужны, просто необходимы. И каково же отдаленное будущее? К чему все идет? Вот посмотрите, кому-то потребуется вскоре переезд, карта заслуженного успеха, но она никогда не говорит, что это вот в эти 10 дней. Это что-то придется действительно продолжать. Но самое главное, мы как будто должны решиться на что-то или принять сначала решение, а потом решиться и сделать первый шаг. Всегда по этой карте очень сложен первый шаг, потому что мы к чему-то привыкли. Сила привычки, она всегда срабатывает и держит нас как в тисках. А девушка отправилась на этой такой лодочке, да, таком, ну, хлипком на первый взгляд суденышке. И, кстати, вороны помогают ей. А ворон — это прообраз мудрости, мои дорогие. Слушайте свою интуицию, слушайте подсказки своей души. Потому что у нас не все может вписываться, ну, как в пределы нашего понимания или какого-то шаблона. А вот интуиция, почему так говорю? Потому что у нас очень много энергии, которая находится в знаке рыбы. И именно март месяц на этим богат. Нас как будто сопровождают весь месяц. Мы больше тут склонны к расслаблению или к какому-то релаксу. Нам может этого даже захотеться, нежели упорно там каких-то целей добиваться. И почему? До 20 марта Солнце в рыбах. А уже с 20 у нас перейдет в Овен. Венера 7 марта, будьте внимательны. Здесь могут быть очень важные подсказки. Почему? Потому что Венера соединяется с Нептуном. Опять же, Нептун — управитель знака зодиака Рыбы. Слушайте свою интуицию. Здесь может быть, знаете, и какие-то неслучайные случайности. Или из разряда «меня осенило», когда вот именно наша мудрость дает правильное, как наводки, как поступить. И Марс — планета активности, жизненной энергии. Тоже в рыбах, представляете? А 19 марта у нас как раз будет новолуние в рыбах, и это всегда новая энергия. А 20, как я уже говорила, марта Солнце в Овне. Но у нас с 11 марта уже Юпитер в прямом движении. А Юпитер — это где-то помощь, мои дорогие. И удивительно, но это факт. С 6 марта и до конца месяца Венера в Овне. Венера — это все то, что касается, вот это как четверка жезлов, вопросы благополучия. И поэтому у кого-то вопросы семьи, вопросы пары, у кого-то конкретно дом или оттуда, откуда к вам приходят деньги, да? Может быть, несколько видов занятости или конкретные решения по вашей работе. Но здесь действительно вам что-то нужно как исправить, изменить. Переиначить, я бы сказала, или принять важное решение, причем однозначное. Две карты выбора. Что ждет в любви, в личной жизни вас в ближайшее время? Вот смотрите, семерка мечей. Не должно быть никакой двойственности. У вас вот прямо два знака судьбы, я бы сказала, самые такие кричащие. На вас как миссия какая-то, или вы сами на себя отчасти накладываете, да? Почему так говорю? Вот тот выбор, который вы сделаете, он будет означать, будет эта миссия или нет, состоится что-то в вашей жизни, нет. Потому что причина и следствие — две карты правосудия. Значит, вот то решение, которое вы принимаете или выбор делаете, это будет и влиять, да кто знает, может быть, на 7 лет вперед. И если вы сказали четко «нет», то мы, скорее всего, потом что-то не переиграем. Если вы сказали «да», то же самое. Но если мы пытаемся как-то и туда, и сюда, две семерки, не время сидеть на двух стульях, время с чем-то определяться. И у вас это по части личной жизни. Но, может быть, тут совсем даже не про любовь, а это касается именно вашей личности, ваших каких-то задумок. Королева мечей. По королеве мечей, но предусматривается прообраз Едефи, что мы от чего-то отказываемся. Но рационально, потому что понимаем, существует одна какая-то прерогатива или как одна траектория. Надейся сам на себя, но явно стоит подумать. А у кого-то, посмотрите, вопросы, все то, что я говорила, дома, семьи, благополучия, десятка пентаклей, тут и деньги, все на кону. Наверное, даже
Сказать можно следующим образом. Неважно, мои дорогие близнецы, с чем связан вопрос или с какой сферой жизни. Десятка пентаклей – емкая карта, но она будет говорить, какое ты сейчас решение примешь, какие ты для себя выберешь пути дороги. То у тебя и будет происходить в последующий период. Не упустить чего-то нужно. Тут как будто десятка пентаклей, вот это само по себе благополучие приходит только тогда, когда вы сделаете, снова повторяюсь, правильный выбор. Что ожидается в финансах? У кого-то ситуация именно по финансам, когда горит буквально башня, когда меняются законы, меняются какие-то положения. Может быть, и на работе меняются приказы, мои дорогие. Я такое тоже не исключаю. Давайте дополнительную карту. Ведь, знаете, тут меняется даже сама система, может быть, финансовая, взаиморасчетов. И мы ожидаем, что да, буквально вот где-то скоро, по крайней мере, где-то после 26 апреля больше будет ясности, или уж наверняка где-то после конца июля здесь вот такие изменения могут происходить. А почему? Потому что Уран перейдет в ваш знак зодиака. Поэтому новые технологии, цифровые технологии, и это будет в первую очередь оказывать влияние на финансы. Вот вам нужно как будто приготовиться к тому, что вот все меняется вокруг. Может быть, для себя, я часто говорю, и очень такой период, который нам дает правильные подсказки даже в плане финансов, с учетом, опять же, Урана, но и иных планетарных транзитов, что раньше, допустим, ты хранил деньги в одном банке и в одной валюте, и на одном счете, может быть. А теперь нужно не один банк, а два. Не в одной валюте, а в несколько. Вот, то есть, или откуда к вам приходили деньги. Был один, может быть, метод заработка или один источник дохода, а здесь как будто это может не сработать. Вообще эти две карты вас предупреждают, потому что тут нужно что-то, ну, как будто просчитать, мои дорогие, по финансам, правда. То есть быть где-то готовым к переменам и держать руку на пульсе. Для кого-то из вас это будет просто ситуация, когда, может быть, вы кому-то помогали, а здесь вы теперь окончательно поймете, что нет, я уже теперь не тяну, да, уже какую-то историю, и вам придется сказать кому-то нет. У кого-то это будет касаться близких людей. Неважно, по королеве Пентаклей это может быть и мужчина, девушка, женщина, неважно. Это может быть и любимая женщина, или может по части карт вообще это больше именно супружеской жизни нам говорят, но совсем не обязательно. Это ведь может быть просто как член вашей семьи. Вот вам явно тут придется что-то пересматривать и по финансам, потому что вы сами можете словно ловить вот эту немую информацию в воздухе или чувствуя, как вам подсказывает ваша мудрость, ваша интуиция, что нет, что-то не так. Вот сейчас что-то будет меняться. Вы будете пытаться стабилизировать именно финансы путем того, что вы пересматриваете как доход и расход. А для кого-то из вас, может быть, деньги буквально на переезд необходимы, чтобы вместе с семьей. Как, может быть, это у кого-то даже соединение семьи. И тоже вопрос, согласитесь, упирается в деньги. Пусть даже что-то касается, вот опять же, возвращаясь к этой карте, десятка пентаклей. Пусть даже это будет именно личная жизнь. Но это совсем не про страсть. Это не про какое-то горение, да, или какое-то, ну, желание в чистом виде. Нет, мало желания, тут нужно именно продумать какие-то шаги, последовательность этих шагов. Но ведь для вас, мои дорогие, нет ничего невозможного. И я должна сказать, что тут именно по башне у кого-то будет такой своего рода триггер, когда не было бы счастья, а несчастье помогло. Вот примите это тоже к сведению. Что касается вашей работы, планов, у кого-то документов, что ждет, да, что ожидается. Тут, правда, больше дела либо личной жизни, либо это дела, связанные с родственниками. Опять же, это тоже карта персональная, которая говорит о наших близких. Ну, может быть, это как ваша какая-то задумка. Где-то карта подсказывает о том, что, ну, так вот, косвенно, но есть какой-то материальный интерес. А что это будет? А вы как будете пытаться отступить полшага назад, выходить из какой-то
истории, хочется сказать. Может быть и так. Или я могу, кстати, предположить, что это не вы, а вот как близкий какой-то человек оказался в патовой ситуации, а вы будете помогать. Несмотря на то, что это нам почему-то на работу. Но у кого-то этот вопрос будет напрямую связан именно с документами или с юриспруденцией, проплатой, может быть, ну или оплатой каких-то услуг, посредников, и я вполне это допускаю. И вот для вас будет и ясность необходима, да, или пользоваться вот этими услугами, но и какая-то тема, которая для вас может быть очень интересной и перспективной. Вам как будто что-то нужно сделать. Но я не исключаю, что для кого-то из вас вы, если, к примеру, искали работу, здесь может поступить предложение от человека, которого вы хорошо знаете. Я не исключаю, что, может быть, это будет конкретный человек, который рожден по знакам зодиака стихии воды, рыба, рак или скорпион, или имеющий там асцендент. Но где-то карта говорит о расчетливости, мои дорогие. Расчетливости. Все-таки единственный персонаж в колоде, который умеет и любить, и дарить любовь. Все-таки король кубков, но и в другой момент, когда умеет правильно распоряжаться деньгами. Всегда на каком-то постаменте или как на троне, да, среди лун находится король кубков. Так вот он в дела финансовые не добавляет эмоций, а в дела любви не добавляет, ну, какого-то прагматизма такого, знаете, сухого, когда только выгодно и все, и больше ничего. Поэтому вот у кого-то личная жизнь, правда, и тема денег. Но карта всегда говорит: продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Кому-то и из вас может захотеться: надоело мне это все бросить и вот как будто отойти от дел. А тут как будто нет. Тут явно, может быть, и желание такое присутствует, я не исключаю, потому что выбор, две позиции, по сути дела, которые нам говорят о выборе. Причем как двойка мечей такой сложный выбор. И здесь ведь мы тоже должны слушать интуицию. Так и влюбленные, старший аркан, который говорит: сепарация– это только иллюзия. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние и добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации и все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.